В этом выпуске мы окунемся в незабываемый колорит Замбии. Нас ждут забойные африканские ритмы, удивительные танцы и местная еда. Да, здесь всегда кто-то кого-то съедает. Вот такая она, Африка. А еще мы узнаем, почему в реке Замбези нельзя купаться, что из себя представляет речной круиз и как правильно организовать первое знакомство с жемчужиной африканского континента – водопадом Виктория. Словно в лучших традициях Квентина Тарантино, я начал свой африканский сериал с самого яркого момента – водопада Виктории и купели дьявола. Это было сделано для того, чтобы, так сказать, сразу пригвоздить своего зрителя к экрану мощными кадрами. Весь контент без содержания адреналина я убрал на потом. И вот сейчас момент настал. И та информация, которой я поделюсь сейчас, также очень важна, особенно если вы собираетесь посетить Африку и водопад Викторию в частности. С Москвы или с какого-то другого мощного авиахаба вы прилетаете, как правило, в аэропорт Виктория Фоллс, находящийся в Зимбабве. На выходе из аэровокзала поющие и танцующие африканцы. В общем, полная акуна матата. Водитель встречает вас с табличкой и далее ведет к микроавтобусу с прицепом. Багаж в прицеп, себя в автобус. Через 5-10 минут езды вы уже приехали на границу. Нужно выйти, поставить штамп в паспорте, что вы уже выезжаете из Зимбабве. Забежали молниеносно в какой-то пункт, нам простучали, проштамповали паспорта, дальше едем. Вот так происходит здесь перемещение, то есть мы попали в круговоротище событий. Совсем недолго побыв в этой стране, вы оказываетесь в Замбии. Вновь выходите на КПП, нужно купить визу в Замбию и вновь проштамповать паспорт. За 10 минут пребывания в Африке это уже вторая покупка виз. Выявили первые нюансы, нюансы, связанные с прохождением границ. Во-первых, я так понимаю, что это один из серьезных источников дохода, и прилетев в Зимбабве, нас в аэропорту ошкурили на визу $45 с человека. Мы сделали визу сразу с многократным въездом, потому что мы будем несколько раз приезжать и выезжать. Теперь мы приехали на границу Замбии, и здесь то же самое. Еще раз нас берут по $40 за многоразовый въезд. Притом с детей до 16 лет не берется, это хорошо. Но будьте готовы к тому, что это все очень долго. И есть большая проблема с долларами. У нас не взяли доллары, хотя это доллары нового образца. Как она сказала, они у вас уже купались. То есть доллары должны быть не мятые, не мытые, никакие новенькие, как будто только что напечатанные. В общем, от этого никуда не деться. И по сути и Замбия, и Зимбабве стоят по разные стороны водопада Виктория и реки Замбези. Поэтому лучше берите визу многоразовую, а то можно повторно заплатить за въезд. Она, конечно, немножко дороже, но это в любом случае будет выгоднее, чем покупать дважды или трижды ту самую визу. Так, ну мы приехали в отель Амани, в котором мы проживем 3 дня. Первых 3 дня. Это территория государства Замбия. Как я и говорил в предыдущих выпусках, наш отель находился в особой зоне. И здесь можно встретить спокойно гуляющих диких животных. Номера располагались в двухэтажных корпусах и не представляли из себя ничего сверхнеобычного, а были отличным местом для ночлегов с прохладным кондиционером и всем необходимым. И забегая вперед, скажу, что в нашем путешествии еще будут отели, о которых нужно рассказывать с особым пристрастием. Сейчас у нас буквально нет времени, нам нужно скинуть вещи, и мы сейчас прям сразу отправляемся на круиз
по реке Замбези. Река Замбези – великая африканская река. Берущая свое начало здесь, в Замбии, она несет свои воды через Анголу, по границе Намибии и Ботсваны, Замбии и Зимбабве к Мозамбику, где впадает в Индийский океан. Помимо своих полезных хозяйственных функций, таких как орошение и выработка электроэнергии на 2 ГЭС, Замбези является туристически притягательным местом, и одним из популярных среди туристов аттракционов является прогулка по реке на кораблике. Так как мы жили в правильном месте, ехать нам никуда не пришлось. Прямо с территории нашего отеля мы отправляемся в речной круиз, целью которого является знакомство с рекой и теми, кто проживает в непосредственной близости от нее и прямо в ней. Гости кораблика рассаживаются, занимая места за столиками, и судно отходит. Гид рассказывает о реке и ее обитателях. Нечто подобное мы уже испытывали в Ботсване во время водного сафари. Здесь, по сути, тема похожая, но и народа больше, и, естественно, само судно больше. В стоимость данного круиза входит прогулка с экскурсоводом, напитки, при том как алкогольные, так и безалкогольные, и некоторые закуски. Итак, вы сидите, слушаете экскурсовода, если, конечно, знаете английский, наслаждаетесь африканскими ландшафтами и попиваете свои прохладные напитки. Кораблик неспешно вас перемещает по реке, открывая новые красоты и новых обитателей. А вот и они, первые животные. Ими оказались бегемоты. Сначала мы не поверили, что они тут есть, но когда увидели их головы, торчащими из воды, то сомнения ушли. Помимо бегемотов тут были и крокодилы, и об этом нам очень много рассказывал гид. И что здесь купаться ни в коем случае нельзя, именно по этой причине. Наш кораблик был здесь далеко не один. Параллельным курсом ходило еще несколько больших и маленьких кораблей с туристами. В процессе путешествия по этой реке мы очень много видим. Сложилось четкое понимание, что маленькие суденышки более маневренные. Да, здесь как бы больше тени, здесь больше людей, здесь как-то более гламурно. Но мальки видят больше, они более маневренны, они подходят прям к бегемотам, к крокодилам. Поэтому если вы поедете по Замбези покататься, понаблюдать за речными животными, я вам рекомендую брать лодки небольшие, камерные, потому что вы увидите тогда больше. В какой-то момент, вглядываясь за деревья, ты замечаешь за ними животных. Это какая-то разновидность антилоп, судя по всему. А вот и животные побольше. Настоящие африканские слоны, которые идут на водопой. Вот так безмятежно, сидя и наблюдая за рекой, встречая закат с бокальчиком белого прохладного вина, и проходит круиз по Замбези. Сказать, что это пушка бомбовская? Ну нет, Ботсвана впечатлила намного сильнее, и разнообразнее, и больше. Но это мы уже капризничаем, так сказать, потому что уже были получены мощнейшие эмоции и от водопада Виктории, и от сафари в Ботсване. Хотя, вот посмотрите, под вечер бегемоты стали активнее выходить из воды и показывать нам свою красоту и грацию. Конечно же, это очень красиво и романтично. Встречаешь закат, а рядом ходят и зевают бегемоты. Настоящая Африка. Всем туристам, только приехавшим в Замбию, я рекомендую начинать с этой прогулки, чтобы, так сказать, слегка погрузиться в животный мир, а потом идти с усилением эмоций. Иначе эта поездка вам может не понравиться. Если честно, у нас все так и было. И мы отправились на эту водную прогулку прямо в день прилета. И нам все понравилось. А вот дальше будет уже не совсем спокойно. Мы отправляемся на званый ужин в замбийском национальном стиле. И в этот раз нам никуда ехать не пришлось, так как африканское этноподворье, которое будет местом нашего ужина, находится в пешей доступности на территории нашего отеля. Мы шли на звук африканских барабанов. На входе в подворье все очень антуражно.
факелы, тотемы. Ощущение, что ты пришел на голосование шоу «Звезды в Африке». И там за забором тебя будут встречать Ольга Бузова и Михаил Галустян. Всем пришедшим гостям повязывают незаменимые атрибуты вечера в виде то ли шарфиков, то ли накидок и далее рассаживают у лобного места. Пока гости заполняли околокостровое пространство, я немного осмотрелся на местности. Сувенирная продукция в виде деревянных тарелочек и вазочек, различные деревянные животные, поляна барабанов и фотозона в национальном жилище. Это все, что мне удалось здесь найти. Далее собравшихся гостей начинают вовлекать в интерактив. Прямо на лобном месте два африканских дядечки, одетых в национальное. Суть их стендапа была таковой, что один говорил на африканском, а другой на английском, который не сильно отличался от африканского. По жанру мы догадались, что это должна быть смешная история, и поэтому улыбались и делали вид, что нам весело и смешно. А потом и вовсе начали петь на только что придуманном нами языке. Пока моя команда заливалась африканскими соловьями, я прорвался в святую святых, зону, где будет проходить ужин. Ну что ж, неплохо, красивенько так, антуражненько. Играет живая музычка. Слушайте, ну такая она задорная и веселая, прям как из мультика про Бонифация. Вот такая потрясающая атмосфера в этой африканской, аутентичной, антуражной деревеньке. Накрыты столы, горит огонь. И вот такие замечательные музыканты исполняют африканские ритмы. С музыкой все понятно. Ребята играют живую, музыка очень однообразная и сильно напоминает первые 26 альбомов Вадима Казаченко и группы «Фристайл». Столы, как вы видите, большие, общие и носят объединяющий характер. Скажу сразу, я люблю такие застолья и бывал на таких званых ужинах и в Италии, и Германии, и Мексике. В конце вечера, как правило, все поют «Калинку-малинку» или какую-нибудь «Белла Чао», пьют на брудершафт винцо и обнимаются. Крутецкая история. Ну что ж, давайте-ка теперь пройдемся к пище насущной и узнаем, чем же нас будут здесь почивать. Так как уплочено, и притом немало. Если мне не изменяет память, то билет на взрослого человека стоит около $80, а ребенок идет за половину стоимости. Немало, значит нужно отрываться по полной. Итак, мы видим салат-бар. Выбор не шибко большой, но традиционный. Овощи, бобовые, капустка, свеколка, тыковка. Зожники здесь точно не проголодаются. Самое интересное дальше. Ну, во-первых, тут специальные ниши с углями для горячих блюд. Тут находятся гарниры. Полента, рис, картошечка в пиджаке. Так они назвали нашу картоху в мундире. Различные виды карри, бычьи хвосты, шпинат-соус, тыква и батат. А вот за ними на угольных грилях готовят мясо. Смотрите, какая вкусняшка. Свиные ребрышки, рыбка и, внимание, стейк крокодила. Но мимо этого мы точно не пройдем. Набираем на пробу разного мяса. Картошку и дома потрескаем. Стейк крокодила берем. Возьму рыбки жареные. А вот антилопы, которые мы сегодня видели. Большие, помните, с такими рогами. И свиные ребрышки. Yes. Okay. О, nice. Ну, еще можно накидать на гарнирчик. Здесь различный рис, всякие карри. В общем, ну, сами понимаете, надо с мяса начать.
Начнем с крокодила, пожалуй, потому что это самое, наверное, редкое мясо. Смесь кролика, курицы, индейки и тилапии. Или осетрины, что-нибудь плотного, какого-нибудь рыбного мяса. Если это все смешать, то получается крокодил. Кстати, весьма вкусно. Так, ну, теперь пробуем антилопу. Очень похоже на оленину. Я так думаю, они родственники. Толстым куском это нужно очень долго мариновать и выпекать. Поэтому режет тоненько. В этой толщине это достаточно вкусно, интересно, но мясо хорошее. Так, ну теперь свининка. Свининка очень похожа на ту, которую готовят на Кубе. То есть это подчеревочная часть, жирненькая. Свининка привычно вкусная, жирненькая, сочненькая, обалденная. Возможно, кстати, не свининка, а те самые бомбы, которые бегали. Итак, рыбка. Рыба очень похожа на нашего карпа или карася. Такая же сладковатая, достаточно костистая. Ну, обычная речная рыба. Вкусная. Вот. А вот и шоу-программа пришла. Начало положено, нас немного погрузили в национальные напевы, костюмы и танцы. Далее выходит фолк-барабан-бенд и начинает нас бомбить хитами. Посмотрите на этих барабанщиков. Столько страсти и неподдельных эмоций на их лицах. Ребята полностью погружены в процесс. Барабаны, колокольчики и свои голоса – это по сути все инструменты, которые им нужны для создания неповторимых африканских музыкальных хитов. Дальше вечер будет строиться так. Под каждую песню, а песни здесь минут по 20 каждая, будет выходить какой-то персонаж и нам демонстрировать свой танец. По пластике мы поняли, что это один и тот же артист местного балета, который переодевается во время танцев остальных участников ансамбля. И не просто так стояли около столов барабаны. Пришло время ударного интерактива. Всем, кто чувствует ритм и не боится отбить руки, добро пожаловать в мир джембе. Так называются африканские барабаны. После этого громкого интерактивчика вновь вышли боевые африканские барабанщики и вжарили по полной.
Судя по тому, что в танце задействованы были 4 танцовщицы и 3 танцовщика, это танец о любви и взаимоотношениях. И так же, как и в наших песнях пелось о нехватке парней, та же самая картина и в Африке. На смену танцорам вновь пришел национальный герой в новом обличии и показал нам свою программу, на этот раз более сложную, с огнем. Дальше в ход уже пошла тяжелая артиллерия. И в прямом, и в переносном смысле. Несмотря на то, что африканские дамы выглядят несколько тучными и грузными, вы посмотрите, какие они ритмичные и пластичные. Да, и выносливые. Жара, быстрые ритмы – это все непросто. И по их мимике видно, что они целиком и полностью были погружены в танец и проживали маленькую и счастливую жизнь в этот момент. От этих ритмов, которые звучали на протяжении 3 часов, мы словно погрузились в транс. И в какой-то момент ноги нас сами вынесли на танцпол. На этой веселой музыкальной ноте мы заканчиваем наше присутствие в этой части африканского континента, прощаемся с водопадом Виктория и отправляемся на самый юг Африки в государство ЮАР. Там нас ждет экскурс и во времена великих географических открытий, и знакомство с мысом Доброй Надежды, африканские пингвины и непередаваемый колорит Кейптауна и его окрестностей. И чтобы не пропустить последующие выпуски, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео за наши труды и старания. А также напишите в комментарии, какую страну вам хотелось бы увидеть в последующих выпусках. Я прощаюсь с вами и до новых африканских встреч!